Доказательства продолжения жизни после смерти физического тела разбросаны повсюду. Только начни открывать книги, внимать свидетельствам исследователей и экспериментаторов, присматриваться к окружающему миру и его так называемым странностям, и это почти сразу становится очевидно. Очень многие, кто ранее ни во что такое не верил, прошли путем обретения железной уверенности в жизни после жизни и пришли к одному и тому же результату, и я в том числе. Самое интересное, что если разум хотя бы немного открыт к новому знанию и не находится в плену мертвой хватки тисков материального мышления, этот путь преодолевается довольно легко. В противном случае, конечно же, сделать это невероятно сложно. Не желая изучать доказательства, набрасываясь и вгрызаясь в глотки тем, кто уже прошел этот путь, отмахиваясь от любых доводов, не слушая никого и растрачивая свое время в бесконечных спорах формата «Баба-Яга против», прийти к истине невозможно. Так, например, когда в одном из предыдущих видео я рассказал об американце Дэнионе Бринкли, побывавшем на том свете трижды и вернувшемся оттуда с ценными свидетельствами и доказательствами, многие скептики, не способные привести грамотные аргументы и обоснования, опустились до оскорблений и банальной ненависти к жителям США. Ну конечно, все понятно, разве могут эти американцы говорить правду? Представьте себе, могут. А вот делить людей на хороших и плохих, на тех, кому можно доверять или нельзя, в зависимости только от их происхождения, это как раз показатель тотальной невежественности, архаичности мышления и недоразвитости. Уж тем, кто так поступает, когда в разгаре 21 век, доверять точно нельзя. И все же, чтобы успокоить метущиеся души, а также показать пример грамотной аргументации и обоснованных доказательств, я решил продолжить свой рассказ о людях, лично узнавших о жизни после смерти и посчитавших нужным поделиться знаниями о ней на примере нашего соотечественника. И хоть я точно знаю, что у скептиков теперь найдутся другие возражения и поводы обвинить во лжи всех, все равно справедливо, начав рассказ об одном, продолжить его и о других пионерах паранормальных областей, немало сделавших для их популяризации и помощи окружающим, независимо от физического места их жительства. Итак, поехали! Люди науки – самые большие скептики и неверующие в продолжение жизни после смерти биологического тела. В свое время им сильно досталось от так называемых представителей духовного мира, и отголоски тех событий, случившихся много веков назад, до сих пор являются одной из причин, почему ученые яростно отрицают все, что связано с миром духа, помимо их собственного нежелания пересматривать и разрушать возведенные некогда ими же ошибочные базисы, на которых ныне и зиждется все научное. И все же, даже несмотря на мощные предубеждения, как личные, так и всего научного мира в целом, многие ученые, сталкиваясь с проявлениями потустороннего мира и являясь честными и достойными людьми, носителями истинно научного призвания познавать и изучать окружающий мир таковым, какой он есть, оказываются не в силах продолжать закрывать глаза и убеждать всех, что кроме физической, бренной части мироздания больше ничего нет, а со смертью тела завершается и жизнь личности. Если же такие люди прозревают, логично приходят к открытию потустороннего, духовного и нематериального и начинают публично высказываться о жизни после смерти, общество, десятилетиями старательно накачиваемое скептицизмом, начинает ехидничать, что они сбрендили на старости лет, и к вящей радости остальных ученых-скептиков старательно оплевывает их. Но странно, получается многовато сбрендивших, ранее, наоборот, проявлявших себя как исключительно умных, вполне разумных и даже гениальных. За последние несколько веков таких сошедших с ума наберутся тысячи, и каждый день добавляются новые, кто говорит об одном и том же одними и теми же словами и описательными конструкциями, приходя к этому независимо друг от друга.
Вдвойне странно, когда люди, с трудом справившиеся с получением высшего образования, записывают в сумасшедшие тех, чей интеллект превосходит по силе их собственный минимум на порядок, и кто посвятил науке десятилетия жизни, не побоявшись в итоге пойти наперекор даже ее устоявшимся и устаревшим установкам, собственным знаниям, должностям, наградам и регалиям. Одним из самых выдающихся отечественных примеров таких смелых ученых людей, пошедших дальше, увидевших больше и не побоявшихся рассказать об этом, несмотря ни на что, является Борис Викторович Раушенбах, советский и российский физик-механик, один из основоположников советской космонавтики, доктор технических наук, профессор, академик Академии наук СССР и Российской академии наук, герой социалистического труда, лауреат Ленинской премии, обладатель множества почетных званий и наград. Перечень достижений и регалий Раушенбаха настолько велик, что заподозрить его во лжи, заблуждениях или сумасшествии просто невозможно. До самого последнего своего дня на Земле он сохранял остроту ума и трезвость рассудка. Это был настоящий интеллигент, большой ученый, соратник Сергея Павловича Королева. Так же, как и Королев, Раушенбах прошел все возможные трудности земной жизни. Провел несколько лет в заключении в застенках НКВД, но не сдался, выбрался оттуда живым и изменил мир. Именно он разработал систему управления ориентацией космических аппаратов и стоял у истоков космических путешествий. Именно благодаря ему сегодня летают Союзы, Протоны и даже SpaceX Илона Маска, а Международная космическая станция продолжает работать на орбите. В 2001 году Раушенбах покинул земной мир. За 3 года до смерти, во время хирургической операции, в результате аллергической реакции на анестезию, он оказался в состоянии клинической смерти. Он вышел из тела и испытал околосмертное переживание с классическим набором составляющих: выход из тела, перемещение в пространстве в виде духа, наблюдение потусторонних областей, существ в них обитающих и так далее. В какой-то момент он оказался на развилке, от которой можно было пойти в 2 направлениях: обратно в тело или на тот свет. В своей книге «Постскриптум» Раушенбах описал это так: «Шагнул я и в то же мгновение увидел, что если пойду этой дорогой, то умру. И стал я выбирать, что делать. Справа было нечто непривлекательное, как я понимал, но в той стороне была жизнь. А коридор выглядел чистым, светлым, приятным. В глубине его сияло то ли голубое небо, то ли что-то в этом духе. И все-таки я повернул направо, в кавардак, где была жизнь». Академик Раушенбах выбрал жизнь, чтобы, как он выразился, доиграть свою игру. В одном из многочисленных интервью, последовавших за его потусторонними открытиями, Раушенбах сказал знаменитые слова, ныне цитирующиеся во многих книгах о жизни после смерти. «Я был там, я все видел, мне был дан выбор, передо мной были 2 дороги. Одна вела прямо, и там виднелся яркий цветной мир, много зелени, света. Это была дорога к смерти. Вторая поворачивала направо. Там был виден заплеванный, замызганный мир в серых тонах, и там двигались какие-то люди. Это была дорога в жизнь. Я выбрал жизнь, и теперь я не боюсь умирать». Опыт академика Раушенбаха особенно примечателен и показателен тем, что до того не веривший в существование потустороннего мира ученый-материалист вернулся из загробного мира с информацией, полностью совпадающей с массивом данных, накопленным человечеством за несколько веков до того, как произошел этот удивительный случай и порожденная им метаморфоза сознания. В свидетельствах Бориса Раушенбаха мы видим все то же самое, о чем говорили многие исследователи и носители околосмертного опыта до него. И безболезненность самой смерти тела, и выход некой энергоинформационной структуры, также называемой душой, из этого тела,
и продолжение ее существования за пределами биологической жизни. Похоже и описание первых минут пребывания за пределами земного мира, и данный Раушенбаху выбор уйти или вернуться, и финал этого небольшого приключения, а также его влияние на личность обладателя околосмертного опыта. Снова мы видим, что в потустороннем мире нет никаких наказаний за грехи в классическом понимании этого слова. Снова мы видим, что для нормального человека этот мир представляет собой прекрасную духовную сферу, по сравнению с которой Земля – это убогая и заплеванная область мироздания, в которой чересчур много боли и страданий. Снова мы убеждаемся, что все и всегда находится только в руках самого человека, и только он решает, как и на что ему употребить свою жизнь. Только он делает выбор, как при существовании в плотном мире, так и за его пределами. В очередной, миллионный раз побывавший за гранью земной жизни во время клинической смерти и вернувшийся оттуда, сообщает о том же самом, что и все остальные. Только в этом случае это делает еще и невероятно заслуженный человек, которого невозможно заподозрить в распространении бреда. Наличие настолько огромной совокупности сведений о жизни после смерти, совпадающих между собой, да еще подтвержденные по-настоящему великими людьми, не оставляет никаких сомнений. Каждый из нас переживет физическую, телесную смерть и отправится дальше. А значит, и наши любимые, родные и близкие, уже шагнувшие за пределы заплеванного земного мира, тоже пережили свою смерть. И, как уже неоднократно говорилось на протяжении тысячелетий, дожидаются нашего прибытия к ним в духовный мир, когда придет наш час завершать земное существование. Никаких сомнений в этом нет и быть не может. Как минимум потому, что, выбирая между тем, кому верить, малообразованные бабки на лавочке, отрицающие жизнь за гранью физической, или тому, кто отправил человека в космос и сделал Советский Союз великой космической державой, лично я предпочитаю последнего. Уверен, любой маломальски соображающий человек тоже сделает этот очевидный выбор. И вы тоже не сомневайтесь, друзья, ведь один из самых великих ученых, известных человечеству, подтвердил, что жизнь не завершается со смертью биологического тела, а когда срок его годности подойдет к концу, всех нас ждет мир куда более замечательный, красивый, масштабный и интересный. Мир, который мы будем открывать и познавать вместе с нашими родными и любимыми. Потому что именно так все устроено. Что бы там ни говорили и как бы ни пытались этому сопротивляться скептики и неверующие.